Здравствуйте! Сейчас мы с вами научимся создавать графовые базы данных в облаке SberCloud Advanced. И для этого мы воспользуемся с вами сервисом Graph Engine Service, который находится в разделе EI Enterprise Intelligence. Но прежде чем мы начнем с вами создавать граф, нам необходимо загрузить информацию о схеме, о вершинах и о гранях нашего графа. Для этого нам нужно загрузить соответствующие данные в какой-нибудь бакет в объектном хранилище. Сделаем это. Нам нужен сервис Object Storage Service, который находится в разделе Storage. Заходим в него. Мы можем использовать какой-то существующий бакет или создать новый. Я использую существующий бакет. Нажимаю на его название и слева выбираю меню Objects. Нажимаю кнопку Upload Object, затем Add File и со своего компьютера добавляю файлы, в котором описаны грани, схема и вершины моего графа. Нажимаю Open, затем Upload. Загрузка почти мгновенна, и мы можем приступать к созданию графа. Возвращаемся в сервис Graph Engine Service. Прежде чем создавать граф, нам необходимо занести в сервис информацию о метаданных нашего графа. Для этого нажимаем кнопочку Import, выбираем пункт OBS, для того, чтобы выбрать те данные, которые мы загрузили в объектное хранилище чуть раньше. Выбираем из списка наш бакет. Вот он. И в нем выбираю вот этот вот файл. И здесь я должен отметить, что мы с вами будем сейчас создавать базу данных аэропортов всего мира. Поэтому этот файл называется airport schema.xml. Нажимаю ОК. Загрузка метаданных успешно проведена. И теперь мы можем с вами создавать уже, собственно, граф. Нажимаем справа вверху зеленую кнопочку Create Graph. Прежде всего укажем название. Пусть это будет GES, подчеркивание Airports. Затем нам нужно выбрать виртуальный ЦОД, в котором мы хотим разместить наш граф. Затем подсеть, в которой он будет находиться. Указать группу безопасности, которая будет управлять доступом к нашему графу. Также мы можем назначить нашему графу белый IP-адрес для того, чтобы обращаться к нему снаружи. Я этого сейчас делать не буду. Затем мы можем выбрать размер нашего графа. Я выберу минимальную конфигурацию, которая называется Developer Learning. И таким образом мой граф будет рассчитан на 10 тысяч граней. Есть возможность дополнительных настроек. Выбираю ее. И вы видите, что здесь можно включить, например, шифрование. Я этого делать сейчас не буду. Нам же с вами необходимо при создании графа наполнить его информацией о наших аэропортах. Поэтому в пункте «Метаданные» я выбираю определенную нами схему. Затем указываю информацию о гранях. Для этого я нахожу свой бакет и выбираю файл, в котором описаны грани. Затем указываю информацию о вершинах. В том же бакете нахожу соответствующий файл, отвечающий за вершины. Нажимаю ОК. И все готово. Нажимаю Apply. Я вижу спецификацию своего графа. Нажимаю Submit. И наш граф начинает создаваться. Этот процесс займет несколько минут. Сейчас я вижу, что граф находится в процессе создания. Возвращаемся к списку графов. Видим, что процесс успешно запущен. И теперь нам нужно какое-то время подождать. Давайте подождем. Через несколько минут процесс создания графа завершается. Мы видим, что граф находится в статусе Running. Для того, чтобы получить к нему доступ, нужно нажать на кнопочку Access. Нажимаем на нее. И мы попадаем на панель, из которой мы можем анализировать наш граф. У нас есть два варианта.
выбрать какой-то готовый алгоритм из библиотеки в меню слева или вводить запросы, написанные с использованием языка Gremlin. Для иллюстрации я выберу первый алгоритм из списка, это PageRank, оставлю все параметры без изменений и нажму Run. Алгоритм запускается, отрабатывает несколько секунд, и мы видим наш граф, состоящий из наших аэропортов во всем мире и связи между ними. Мы можем начинать анализировать наш граф. Спасибо.